Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и, более того, участвуете в комментариях в формировании гостей. Вы очень просили, и много было сообщений о том, что давайте поговорим с Евгением Мураевым. Давайте. Евгений Владимирович на связи. Здравствуйте. Давайте, здравствуйте, Александр. Ну, значит, первое и самое главное, что я хотел сказать, это, в общем, Евгений Мураев, его YouTube-канал отвечает на все вопросы, собственно, которые касаются политики и всего, как бы, его пути, поэтому мы уделим больше времени, немножко, конечно, затронем в контексте украинской политики сегодня эти, скажем так, темы, которые прошел он на собственной шкуре, но будем говорить о концептуальных вещах. Концепция, кажется, не изменилась, а усилилась. В общем, стало многое понятно, и пазлы начинают складываться. В общем, целый десант британский был совсем недавно, и принц Гарри, и новый спикер парламента британского, и, собственно, Британия, даже Борис Джонсон теперь, собственно, понятно, чего приезжал. Очень много заявлений, очень много таких воинственной риторики. И вот сегодня, в принципе, понятно теперь, зачем фракцию собирал Зеленский, да, говорит, Донбасс никакой отдавать не будем, все, собственно, хорошо, армию российскую разгромим, вот увидите. И сегодня парламент ратифицирует столетний договор с Британией. Очень интересный, ввиду того, что там военная помощь, сотрудничество, прочее, прочее, прочее. Но там же есть секретные пункты, о которых так стыдливо немножко умалчивали, а тогда, когда подписывали, говорили, что это чуть ли не ключ к дальнейшим таким вещам, которые будут происходить в Украине. Как вы думаете, судя из интервью Sky News, когда, собственно, Зеленский нарезал задачи Трампу, говорит, будь смелее, вводи санкции, давай, помогай, а если что, Стармер, я его буду просить, чтобы он помог. Вот это же принято четко под Трампа, который сейчас в Лондоне. Конфигурация геополитическая Украины ввиду этой войны каким образом изменилась, изменилась ли и, собственно, чего ждать в контексте завершения или продолжения боевых действий ввиду вышеизложенного? Александр, ну, я неоднократно говорил, да, если вы следили за теми интервью, которые я давал Александру Лазареву, или когда мы обсуждаем эти вопросы с подписчиками, друзья мои, а ничего абсолютно не изменилось от слова совсем. Зеленский как был ставленником Великобритании, так и остался. Определенный период он пытался заигрывать с Соединенными Штатами, поскольку положение на поле боя сильно зависит от разведданных, от связи, которые предоставляют США, а также от ВПК Соединенных Штатов Америки, которые через страны НАТО поставляет сейчас и средства противовоздушной обороны, и другие средства поражения для украинской армии. Но так или иначе, учитывая, что два договора, которые подписаны Зеленским, да, или Свириденко, это ресурсная сделка с Соединенными Штатами и столетний договор с Великобританией, по многим пунктам себя дублируют. В первую очередь, по приоритету и праву добычи полезных ископаемых в Украине, а от этого зависит, да, с каким остервенением они будут класть украинских граждан, чтобы защитить территории, на которых эти полезные ископаемые располагаются. Как мы знаем, да, основные ископаемые и редкоземельные металлы, которые интересуют и Штаты, и Великобританию, находятся как раз сейчас в ореоле, да, проведения боевых действий. Это Запорожская область, это Донецкая область. Они в первую очередь изобилуют, да, и месторождениями лития, и другими редкоземельными металлами, в добыче которых заинтересованы и Соединенные Штаты, и Великобритания. Поэтому сейчас просто происходят финальные переговоры между Трампом и королевской семьей, ну, можете сказать, Стармером, неважно, да, сейчас это не играет особой роли, в какой степени и мере США останутся вовлечены в конфликт в Украине. И если Соединенные Штаты своих интересов не увидят, то, скорее всего, продолжится их сближение, да, с Россией, которое мы уже видим через взаимодействие с Белоруссией. И, как я и предполагал, да, в начале этого года никакого мира не будет, эскалация усилится, а Соединенные Штаты попытаются выйти из этого конфликта, чтобы свалить и переложить бремя ответственности на европейские страны, ну и, естественно, в первую очередь Великобританию, которая загодя еще в 2013 году вышла из Европейского Союза, предполагая, что кто-то в результате этой конфронтации пострадает. Либо Российскую Федерацию, да,
попытаются сегментировать и завладеть ее ресурсами, либо потерпевший будет Европа, Европейский Союз, ну, к чему я склоняюсь тоже в большей степени. Ну, смотрите, тут есть определенный нюанс. Когда Трамп говорит, ребята, мы готовы вводить санкции, Европа, давай подключайся, давай тоже, мощно, как и мы, полный отказ от энергоресурсов Российской Федерации. Многие аналитики видят в этом определенное лукавство и стратегию, потому что понимают, что это невозможно. Мгм. Урсула уже там поговорила с Трампом, говорит, я хорошо с ним поговорила, буду ускорять этот процесс. У них там прописано до 28 года, ну, в 27 году основные, скажем так, параметры отказа от российской энергетики. Но это же четкий план по обезжириванию Европы. А европейцы это понимают. Это же нереалистичные цели. Проще же договориться об остановке войны. Александр, ну вот вы сами отвечаете на этот вопрос. На самом деле никто не собирается ни с кем договариваться, и конфликт явно не идет к своему завершению. И я это неоднократно говорил, и когда все испытывали особые иллюзии, да, с приходом к власти Трампа о том, что война закончится в обозримом будущем, я говорил, что война идет не за Украину, не в Украине, да, и цели этой войны совершенно другие. В первую очередь, то, что на поверхности, это новая архитектура безопасности, да, на континенте, это формирование или трехполярного мира, да, но в любом случае новая система миропорядка и формирование новых международных институтов, которые это обеспечат. Поэтому этот период времени будет достаточно долгим, пока все страны договорятся. Никто на слово друг другу уже не верит. Джентльменов нет ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах. НАТО много раз брало на себя обязательства не расширяться на восток, но эти обязательства были нарушены. Все гарантии, которые давались европейскими послами, в том числе и Януковичу во время Майдана, да, после переговоров с оппозицией, если вы помните, да, Янукович пошел на уступки и тем не менее вывел Беркут, спецназ с центральных улиц города Киева, и после этого администрация была захвачена протестующими, и ну, мы сейчас уже понимаем, да, инструментом Запада, с помощью которого этот государственный переворот был осуществлен, а Янукович был вынужден покинуть страну. Поэтому верить никто никому не будет. И то, что вы называете обезжированием Европы, это, ну, по сути, уже контрибуция. Соединенные Штаты, вернее, демократы, да, со времен Байдена прилично вложились в этот конфликт. Естественно, у всех было ожидание, что нанесут стратегическое поражение России на поле боя в Украине, а дальше это породит внутриполитические вопросы, после которых, возможно, приведут к власти Навального или кого-то из понятных, да, представителей, которые будут в первую очередь удовлетворять все хотелки представителей старого миропорядка, как хотите назовите, глобалистов, да, там, демократов Соединенных Штатов, королевских семей, сейчас это не важно, но это не вышло, и теперь нужно компенсировать убытки. Да? И сейчас самым реальным выглядит это союз России и Соединенных Штатов, я имею в виду хотя бы в сфере энергетики, энергетический концерн, да, использование и Северного потока, который сейчас будет выкуплен, да, американской компанией, и, возможно, даже газотранспортной системы Украины, чтобы контролировать поставку углеводородов в Европу. И подписание Трампом трехлетнего договора на 750 миллиардов долларов лишнее тому подтверждение. Взять Соединенным Штатам такое количество сжиженного газа негде, значит, этот газ будет, скорее всего, российский. И по уже вышеперечисленным газопроводам будет поставляться в Европу, что, соответственно, возьмет под контроль промышленность, если будет под контролем, да, а самым главным регулятором будет являться стоимость энергоносителей, значит, будет под контролем экономика, значит, политика. В общем, так или иначе, это закончится полным контролем Европы, и контрибуцию получат с них. Поэтому Трамп сейчас занимает крайне понятную, прагматичную позицию. И я думаю, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это полная реальность. Да, вполне возможно, Трамп пытается вынудить Россию то же самое сделать и с Китаем, да, и с глобальным югом, поскольку есть немного альтернатив для поставки углеводородов и для контроля экономики этих развивающихся стран, одна из которых претендует на роль второго полюса миропорядка, да, и лидера глобального юга, и по размеру экономики уже догнала
расчету ВВП по ППС опередила Соединенные Штаты. То есть это угроза, но я думаю, что пока речь идет только о Европе. Ну, у Трампа не все хорошо с глобальным югом, хоть и такие, знаете, очень величивые посты написали друг другу Нарендра Моди и Дональд Трамп, вот буквально там несколько часов назад. У Моди день рождения, и тут его поздравил, тут ему ответил, и, мол, так все хорошо. Но индийские военные на учениях в Беларуси, что Таймс говорит об этом просто как неимоверный шаг геополитические красные линии. Не получается вводить санкции против Индии и Китая. Ну вот и не получится, судя по всему. Но тем не менее об этом все говорят. А если Европу заставить это сделать, Бессент утверждает, что через 2-3 месяца война закончится, потому что у России не будет денег ее вести. Как вы относитесь к этой, ну, этой истории? Как к блефу большому, глобальному, геополитическому? Нет как четко выверенной стратегии. Совершенно понятно, что Европейский Союз еще ближайшие 1,5 года отказаться и заместить углеводороды из Российской Федерации не может, поэтому Трамп заранее выдвигает невыполнимые условия, чтобы не выполнять требования Зеленского. Читайте Великобритании, читайте их доминионов и сюзеренов, да, в Европе. Это Макрона, Шольца и Мерца и других представителей стран, которые сейчас входят в составе европейских ястребов. Смотрите, Соединенные Штаты построили постиндустриальную экономику. Большинство товаров производится на территории третьих стран, да, как они раньше считали, а на самом деле это сейчас глобальный юг, да, это мировой лидер. Ну, давайте откровенно, страны, которые присутствовали в ШОС, сейчас составляют 44% мировой экономики. Согласитесь, это очень немало. И это самостоятельный рынок, это больше половины населения планеты Земля, который может прокормить за счет внутреннего потребления все критичные технологии и стать драйвером для любого развития экономики. Поэтому Трамп сейчас не в состоянии воевать с Китаем, в первую очередь еще и потому, что Китай является основным производителем и переработчиком редкоземельных металлов. Да, мало кто об этом говорит, но 90% технологий переработки редкоземельных металлов до уровня 6Н, это, ну, помните, у золота 3 девятки, да, у редкоземов 6 девяток. Эти редкоземельные металлы необходимы для производства чипов, и без этих чипов закрываются программы машиностроения, да, электроника, освоение космоса и все передовые отрасли, которые делают государство сверхдержавой. Поэтому воевать экономически с Китаем у Соединенных Штатов нет возможности по технологическим причинам. Плюс пошлины, которыми он пугает весь мир, они в первую очередь вводятся на таможенную стоимость товара, соответственно, увеличивают ее при импорте в страну, что, естественно, приведет к подорожанию всех товаров, которые импортируются из этой зоны в Соединенные Штаты, увеличит инфляцию и больно ударит по Трампу. А я вам хочу напомнить, что Трамп и республиканцы являются заложниками событий ноября следующего года, когда будут подведены итоги выборов в Конгресс. Это промежуточные выборы, но Трамп вполне может потерять большинство и превратиться в того Трампа, которым он был во время своей первой каденции президентской. Сейчас у него, конечно же, полномочий гораздо больше, но этот момент времени ключевой, почему я и считаю, что к концу следующего года, по сути, определится и судьба Украины. Если у демократов не будет перспективы победы, европейцы сдуются, а Великобритания уже не в том состоянии, чтобы потянуть такой широкомасштабный конфликт и инвестировать такое количество денег. А самое главное, деньги не важны. Важно производственные мощности ВПК, потому что деньгами наступающие войска Российской Федерации закидать не получится и остановить их тоже. А ситуацию на поле боя мы с вами сегодня ярко наблюдаем, какой бы блеф мы не слышали от Зеленского, и как бы он был не готов положить последнего украинца на алтарь победы Великобритании, чтобы она не превратилась во всемирную троещину. Троещину, это да. А, тут один нюанс есть, и он очень важный. Нам Зеленский представил, ну, Свириденко, понятно, да, Верховную Раду, и сейчас все обсуждают свой бюджет на 26 год.
Марченко сокрушался на форуме у Пинчука о том, что была бы у него волшебная палочка, он бы и взмахнул, и были бы денежки. Ну, то есть вот он так хочет. Но говорит, что годик еще надо повоевать. А, Я очень негативно отношусь. У меня много на канале разговоров, и зрители знают, там, я когда общаюсь со своими зрителями в индивидуальных эфирах, я уверен, что война должна закончиться до конца этого года. Потому что перспективы ну, войны в следующем году, они еще более кровавые, жуткие и тяжелые. Вместе с этим нам Зеленский рисует очень хорошую картинку экономическую. Ну, смотрите, учителям поднимаем зарплаты, да как? Прилично. Врачам. Каждый пенсионер, каждый вообще гражданин Украины от мала до велика может пройти медицинский чекап. Это вот что-то новое. То есть проверить здоровье организма. Ну и там стипендии, понятно, да, студентам, которые повышают, тоже так прилично. То есть на все это нужны деньги. Вместе с этим есть дыра в бюджете, о которой там ходит и переживает Марченко, да, и там, ну, в общем, экономический блок Украины. А, Есть четкое ощущение, что от этой войны, которая, как Трамп утверждает, никогда не должна была начаться, возможно откупиться. Или уже нет? Саш, я абсолютно не разделяю ваш оптимизм. Ну, никаким образом в этом году война не закончится, еще раз объясняю, потому что это не столько вопрос денег, сколько вопрос новой мировой конфигурации, нового мирового порядка. И пока он не будет зафиксирован в уставах новых мировых институтов, это не произойдет. Пока не произойдет передел мира, логистических путей, экономических, новых систем и новых финансовых институтов, это все не закончится. Война – это крайняя форма политического процесса, да, когда не договорились, а если вы помните, ей предшествовала встреча Байдена и Путина в Женеве, и они обсуждали, и Российская Федерация передавала свои требования Соединенным Штатам, которые были проигнорированы, и более того, после этого НАТО заявило, что их двери продолжают быть открытыми для Украины, и более того, незапланированная поездка Зеленского на Мюнхенскую конференцию, когда он отказался от Будапештского меморандума и сказал, что если не будут предоставлены гарантии, то он будет отменять этот пакет, а этот пакет означает отказ Украины от безъядерного статуса. Сейчас не обсуждаем реальность, да, и возможность приобретения ядерного оружия, разработки или получения там от Великобритании, хотя от них бы сталось, или от Штатов ядерных боеголовок. Но то же самое, в принципе, когда-то в истории было и с Израилем, да, то есть страна официально ядерной не является, но тем не менее имеет, и все это понимают, ядерное оружие, которое было передано им Соединенными Штатами. Поэтому это была понятная провокация, и пока все это не устаканится, война, безусловно, не закончится. Кроме того, теперь давайте разберемся с деньгами. А кому выгодно оканчивать войну, кроме украинцев? Почему, в общем-то, большинство из нас, да, оказались гонимы, против них возбуждена 111-я, потому что мы все дружно выступали против войны, да, понимая, что Минские соглашения – это гораздо более выгодные для Украины компромисс, соглашение, чем то, что мы получим в результате широкомасштабных военных действий. Но когда эти широкомасштабные военные действия начались и не закончились так, как обещали многие аналитики и спикеры официальных органов Украины, да, не закончилось там на протяжении обозримого периода, поменялись рынки, поменялись цепи поставок. И было введено 100-500 санкций в отношении Российской Федерации, в первую очередь в отношении рынка углеводородов, да, на место которых пришли европейские компании, компании из других стран, которые сейчас лоббируют свои интересы. Точно так же и ВПК. Скажите, а если война закончится, будет выделять Европейский Союз такие гигантские бюджеты, о которых они говорят, и насколько они увеличивают свои дефициты? Если мы в То есть формате речь идет о дискуссии, триллионах. Если мы в формате дискуссии, то ВПК не добавляет, нет добавочной стоимости. ВПК это В том деньги в числе. трубу. ВПК это Подождите. деньги, ну, взорвался Давайте снаряд. разберемся с Что он трубой, принес? Саш. А давайте Понимаете? разберемся с трубой. Смотрите, вооружаться будет Европа, а где она будет закупать систему вооружений? В Штатах. Поэтому Соединенные Штаты на этом будут зарабатывать много. И лавры
лидеров, да, которые заработали огромное состояние для Америки во время Второй мировой войны, да, подписали Ялтинско-Потсдамские соглашения, да, сформировали Бреттон-Вудскую систему, в результате которой Соединенные Штаты получили принтер как основной драйвер американской экономики. Сейчас они делают то же самое. Воюет Евразия, а они зарабатывают деньги за счет поставок энергоносителей, за счет поставок всего того, что запрещено к поставкам из Российской Федерации, за счет поставок систем вооружений. Сейчас это самая тихая гавань, которая не вовлечена в войну. Она высасывает и капитал, и технологии из Европы, потому что Европа в своей истерии выдавливает, да, все разумное и технологичное в спокойные гавани, коими являются Соединенные Штаты. Поэтому они первые, кто заинтересован в продолжении войны. И плач Ярославны в исполнении Трампа – это театр. Да, понятно, ему хочется получить какие-то гарантии в виде Нобелевской премии мира, гарантии неприкосновенности, да, получить всемирное признание, потому что он, недавно появилась информация, да, что его семья зарабатывает на криптовалюте и на других активах, которые, кстати, показывают особый рост, когда экономику и политическую ситуацию в мире лихорадят. Но мне кажется, это более яркий и полный ответ, чем вот мне кажется, что будет до конца войны. Если вы будете анализировать все потоки и объемы экономической выгоды стран-участников и стран, которые вовлечены в этот конфликт, у вас не будет никаких иллюзий. И все-таки о бюджете Украины давайте поговорим. Многие называют его предвыборным. То есть, если, давайте так, вы отвергаете там, допустим, опять-таки это с позиции украинца, да, с позиции украинца, с позиции человека, нам всем который... бы хотелось, чтобы наступил мир, да, но так не будет. И, конечно, с позиции украинца и расчетов, что в следующем году будет крах. У нас в следующем году, смотрите, какие раздача слонов, да еще и каких. Многие говорят, это будет предвыборный какой-то такой ход, или там перед выборами. Уже есть даже экономист Олег Устенко, он очень плотно работал с Зеленским долго. Потом тихонечко в лес ушел, имеется в виду, перестал быть советником. Он четко сказал: ребята, если вы повышаете что-то больше, чем на 10%, хорошо, 12,5%, там инфляция, все остальное, это выборы, это заигрывание, это не экономика. То есть специалисты говорят, что это четкий посыл к каким-то политическим целям вот этих норм, которые вкладывают, о которых там вчера во время вечернего обращения говорил Зеленский. Получается, если, допустим, вы правы, да, война не остановится, паузы никакой не будет, там паузы на выборы или еще что-то, то нас ждут выборы во время войны. И вот эта воронка легитимности, точнее как, воронка нелегитимности, да, она, получается, будет закручиваться еще и дальше. Потому что, понятное дело, что в таком состоянии проводить выборы, это просто как бы назначить их и переизбрать, условно, действующих лиц, самого Зеленского, там, обновить как-то слугу народа, переназвать и так далее, и идти дальше этим путем. Вопрос только, Украина сколько может так пройти? И цель и задача вот это перепрошиться, пересохраниться, как в компьютерной игре? Вы кого сейчас имеете в виду? Украину? Перепрошиться? Зеленского и власть. Саш, давайте я начну отвечать по порядку. Да? Я допускаю, что могут быть паузы, могут быть какие-то перемирия, да, достаточно недолгие, непродолжительные, потому что, еще раз, да, решается совершенно другая проблема. Я не верю в мир, в окончание боевых действий, подписание мирного соглашения, да, устранение первопричин конфликта и решение стратегической задачи, да, еще раз, по формированию нового мирового порядка. Пока все это не станет в ряд, война не закончится, да, потому что это форма давления. И эта форма давления, да, она решается за счет того, что уменьшаются два потенциала. И это не потенциал России и Украины, это потенциал России с союзниками и Украины с ее хозяевами и союзниками этих хозяев, потому что у Украины союзников нет. И все выжимают максимальную прибыль из этого конфликта и максимальную выгоду. И даже сейчас, как стервятники, да, обсуждают столетние договора. Это что такое? Это колониальная система. А теперь вернемся к бюджету. Вы говорите об экономике и о размышлениях Устенко. С уважением относился к этому специалисту, неплохой экономист, но
У нас не предвыборная экономика, не военная экономика, а шапковая. Экономики в Украине давно нет, а она превратилась в снятую шапку и поездку по всем странам, кто чего насыпет. А теперь называется «следите за руками». Смотрите, международное сообщество и коллективный Запад, он же не может напрямую финансировать военные расходы Украины, иначе он будет вовлечен в военный конфликт. Да, военные расходы Украина финансирует сама, а Соединенные Штаты и остальные страны в виде грантов и кредитов финансируют, в том числе Международный валютный фонд, социальные затраты Украины. Ведь так? Так. И что у нас получается? Смотрите, у нас уровень дохода бюджета 2026 года зафиксирован на уровне там, почти 2,8 триллиона гривен. Да? Ну, делим на 60, ой, на 45,6 на курс, который зафиксирован, да, в этом же проекте бюджета, и получаем, что доходная часть бюджета у нас равна 65 миллиардам долларов. Я вам скажу, это волшебная палочка. Это действительно, это просто чудо. Это зубная фея. Я не знаю, кто это принес, но доходы бюджета до военной Украины составляли не больше 40 миллиардов. Скажите, откуда взялось 25 дополнительных, если мы потеряли Донбасс, который составлял 15% ВВП, у нас самая дорогая энергетика в Европе, у нас половина населения мигрировала или осталась на неподконтрольных территориях, и бизнес просто сворачивается. Мы же понимаем, что это блеф и обман, но зачем он нужен? И зачем нужны вот эти огромные социальные затраты? Когда деньги будут выделены, бюджет можно и пересмотреть. И если вы сейчас проанализируете, что говорил Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа», да, встречаясь со своей фракцией, которая уже, смотрите, не в полном составе, пришла на встречу к нему, он сказал, что военные расходы следующего года будут больше 100 миллиардов. А как их взять? Тогда, получается, надо завысить якобы, да, расходы, которые Украина не в состоянии сама заработать, да, на расходы бюджета, и вот они 65, и завысить социальные расходы для того, чтобы потом не поднять зарплату ни учителям, ни врачам, не индексировать пенсии, а перекинуть эти доходы бюджета из заемных, да, 60 миллиардов на военные расходы. Поэтому он, по сути, проговорился во время встречи, и это очередной обман и лицемерие всех, кто участвует в этом процессе. Я почему говорил, перед тем, как будет достигнут мир, будет широкомасштабная и всеобщая эскалация. И то, что увеличивается таким не сильно хитрым и не сильно умным образом бюджет, говорит о том, что будут выделяться дополнительные деньги, и Европа, Великобритания, Зеленский рассчитывает на большие поставки вооружения, а значит, украинцам надо готовиться к эскалации. Да, еще раз повторю, прятать мужей, детей, если кто-то может выехать, выезжать, а непопулярные решения, о котором говорил Зеленский, это, скорее всего, и снижение мобилизационного возраста, и отмена брони для многих, и все неприятное, что с этим связано, и оставление многих регионов в том числе. Широкомасштабная эскалация, вам многие возразят, ну, мол, какой эскалации вам не хватает? Смотрите, бьют повсюду, бьют везде. Вот сейчас пошла отработка ЖД, там мосты через Днепр тоже там прицеливаются, да, уже, собственно, поэтому как бы вроде как и Россия все применила. Тут же какой момент, понимаете? Вот я наткнулся на пост одного из военных недавно, и он говорит, смотрите, у нас задача очень простая. Сделать так, чтобы у России не было денег на FPV, на пушки, на снаряды. Нет, российская армия никуда не разбежится. То есть, ну, как бы включает этот военный трезвого, да, скажем так, аналитика. Да, еще повоюем. Точнее, не как повоюем. Мы выровняем возможности, стабилизируем фронт. Ну, а дальше Россия будет там под санкциями как-то выкручиваться, а нас кормят и датирует Запад, и поэтому может быть реванш в каком-то будущем, да, какое-то наступление мы проведем. Ну, то есть, стратегически, как выглядят вот эти перспективы? Как вы считаете? Ну, смотрите, Саш, то, что вы сейчас цитируете, это размышления жертвы пропаганды. Россия в изоляции, Россия одна. Вот у России закончатся деньги, и сразу все накроется медным тазом. Дорогие друзья, а кто вам сказал, что Россия одна?
А почему вы считаете, что у России нет союзников? А неужели вам недостаточно того, что северокорейские войска применялись на территории Курской области? Или вы думаете, что это осталось в прошлом и не может повториться? А кто вам сказал, что кроме Северной Кореи у России нет и финансовых союзников? Почему вы смотрите только на размеры ее экономики? Я вам, знаете, не хочу, как украинец, запугивать украинцев и, знаете, постоянно приносить плохие новости. Но я вам так аккуратно сказал, у тех, кого вы видели на параде в ШОС, размер совокупной экономики 44% от мировой. Неужели вы думаете, что там в рамках этих государств не найдется сотни, 2-3 миллиардов для того, чтобы помочь своему союзнику? Поэтому это абсолютные глупости. Плюс второе. Как бы там ни говорили, да, а Украина полноценно и полномасштабно воюет. И, тем не менее, Россия проводит СВО, потому что мобилизации всеобщей нет. Применения всех сил и средств тоже мы не наблюдаем. Да? Мы же понимаем, что у России есть большое количество тех систем вооружений, которые не применяются на территории Украины. В первую очередь потому, что а, несмотря на украинскую пропаганду, да, Россия не ведет захватческую войну, раз. Ей не нужны территории, ей нужны решения тех политических вопросов, и они не лежат на столе переговоров с Зеленским. Да, они находятся на столе переговоров с коллективным Западом. И пока этот вопрос не решится, да, это унижение НАТО на территории Украины продолжится. Потому что сколько бы денег НАТО не вливало, какие бы системы вооружения Украине не предоставляла, украинская армия отступает. И вот мы с вами сейчас, как два украинца, да, вынуждены, вот это обсуждать. Это неприятно, это больно для каждого украинца, но это факт. Судьба индейцев шерифа не волнует. Жизнь украинских солдат не волнует никого. Солдаты НАТО на поле боя не гибнут и не будут гибнуть. И коалиция этих терпил, нуждающихся, да, они терпилы, потому что, еще раз говорю, Европа пострадает. Европа не получит своих вложений, потому что так или иначе Украина эти деньги не в состоянии отдать. Да, их можно было получить либо с России, но, судя по всему, Россия тоже не собирается проигрывать. Значит, Европа потерпит поражение, плюс еще Трамп с них получит и немало. Да, сейчас пытаются разорвать эту связь и влияние Соединенных Штатов в отдельных элит. Элиты в Штатах неоднородные, вы тоже должны понимать. Да? Есть демократы, республиканцы. Я буду так, общими мазками, не вдаваясь в подробности. Но вы понимаете, что там тоже есть кланы, и у этих кланов разные интересы. Поэтому те или иные кланы влияют в том числе и на представителей Европейского Союза, да, на их лидеров. Если вы помните, после раздела Европы был план Маршалла, и по сути были заведены американские фонды, которые построили бюджетообразующие предприятия, и если их выключить, да, любой европейский лидер потеряет свою власть. Если вы помните, когда-то Арахамия, да, и кто-то там лоббировал интересы, они хотели увеличить акциз для Филипп Морриса в Украине, и очень быстро сдали назад, не приняв этот закон, потому что Филипп Моррис остановил свои фабрики на месяц, и украинский бюджет недополучил 4 миллиарда гривен. То бишь таким нехитрым образом, да, используя экономический контроль, контролируется и политическая элита. Поэтому, друзья мои, еще раз продолжу. Да, война продолжится, к сожалению, и Россия получит помощь, если ей будет необходимо. Поэтому наша с вами задача найти способ, как заставить Зеленского, да, я самый короткий способ обозначил еще в январе. Если украинская армия поймет, где ее настоящий враг, если она сможет наконец-то, да, осознать, что конфликт, который ведется на территории нашей страны, он ведется не за государственность, он ведется за интересы Запада, за интересы западных элит. И Зеленский марионетка, который готов положить еще миллионы украинских граждан за гарантии собственной безопасности и гарантии безопасности его капитала и его окружения. Поэтому, друзья, еще раз, я завтра, Саша, извините, использую вашу площадку, буду презентовать механизм, который позволит нам хотя бы показать свою политическую позицию. Я верю, что в будущем он станет механизмом управления и контроля власти, но, по крайней мере, мы покажем, что то, что говорит Зеленский, не соответствует действительности уже в ближайшее время. Смотрите, это все на ресурсах Евгения Мураева. Оцените, посмотрите. Вообще сейчас надо смотреть всюду и как бы вертеть очень активно головами по сторонам. Но давайте так. Пока война, пока Зеленский.
Ну, это аксиома. Не факт. Ну, давайте просто подумаем. Вот понятно, что, ну, это опять-таки, если верить вот этим депутатам, которые там вчера общались с Зеленским, он говорил, что никаких выборов, там все, война, ничего не будет, хотя вроде как такие косвенно депутаты бросают такие штуки, там, ой, там скоро все идет к завершению, ой, у нас последняя сессия, там, это слуги говорят, да, там, Венеславский, еще там один. Ну, то есть, и все как-то переполошились, что, так, а как, а что же там? Смотрите, тут же давайте Саш, так. скажите, пожалуйста, а сколько раз вы уже слышали о неминуемых выборах? Я вам скажу, я этот разговор слышал каждый весенний и осенний цикл, начиная с 2014 года после госпереворота. Вот все, сейчас точно эти путчисты не усидят, вот сейчас будут новые выборы, перевернем Турчинова, вот Порошенко сейчас закончится, да, вот Зеленский не досидит, у него уже процентов меньше, чем у всех остальных, и каждые полгода вам подвешивают эту морковку, потому что это ожидание, у нас что с выборами связано всегда, ожидание выборов рождает у нас уверенность в улучшении, в прекращении войны, что сменится курс. И таким образом мы на этого запала на полгода вперед хватает. То есть это часть внутренней политики. Вам говорят, что выборы будут. Их не будет. Их не будет, пока Зеленский устраивает. Да? Но я сказал, что не факт, что Зеленский досидит, потому что если он будет мешать глобальным договоренностям, ну, Мавр дело сделал, Мавр может умереть. Я называл это трусами Навального. Отравят, что угодно сделают и скажут, что это сделали русские. Канонизируют его и спишут все абсолютно финансовые схемы, по которым поставлялось оружие. Мы же прекрасно понимаем, что даже Трамп, да, который очень долго говорил, что он проведет аудит, стимулируя Зеленского садиться за стол переговоров, почему-то перестал упоминать эту тему, хотя совершенно было точно понятно и громогласно объявлялось, что кампания демократов финансировалась за счет откатов от военных производств. Да, но он это почему-то больше не вспоминает, потому что, думаю, те же военные производства объяснили Трампу его личную выгоду от продолжения этого конфликта. Поэтому, если ситуация будет меняться, Зеленский может стать как это, а скрипач не нужен, как в классике. Но пока он готов класть украинцев до последнего, и пока Великобритания способна тянуть этот конфликт, его и охраняют британцы, и финансировать будут Британия и страны, которые входят в их коалицию. Я почему так, ну, смотрите, всегда внутренне бунтую против таких раскладов ну, вот такой аналитики. Я объясню. Складывается вот эта вот конструкция, что от украинцев и от людей, от народа ничего не зависит. Ну вот там, ну, не знаю, там общение есть с людьми, которые там в Украине, которые и во время войны я очень долго был в Украине, и все прекрасно понимали и понимают, что и друг с другом на кухнях говорят, что хорош, ну понятно все, давайте уже, все ясно. Но КМИС нам выходит и говорит, украинцы готовы терпеть 62%, более того, 54%, если что-то вдруг пойдет не так, готовы ломануться на фронт. Спикеры вот эти, барбаршопные воины. И доходит вот это все, ну, мутация этой пропаганды до таких вообще сентенций. Ну, ваш хороший знакомый, который часто бывал ну, в довоенное, до большой войны, да, до широкомасштабной войны, ну, вот Карась, да, который бывал с пикетами, приходил, так сказать, договорился до того, что, слушайте, а чего вы вот это возмущаетесь, что дети депутатов, депутаты не воюют? Да не возмущайтесь вы все, мы должны на себя брать ответственность, пускай не воюют. Ну, то есть до этого уже доходит, до такого, скажем так, обличия, вот эти все пропагандистские речи. Почему от народа Украины ничего не зависит? Потому что получается, как бы людей, которые вверху, там, политиков, можно выбить из седла, кого-то выгнать, кого-то посадить, кого-то к ногтю, кого-то как ОПЗЖ посадить декоративными, ну, остатки там, по-другому они называются, в парламент, которые будут подголосовывать все. И глянуть получается не на кого, только на условно Зеленского. То есть поэтому вот так не находит запрос на мир у украинцев какого-то отклика. Александр, смотрите, вот вы пока про карася рассказывали, помните, такая поговорка была: «А такая рыба, как карась, а нафига она сдалась?» Да? Смотрите, это спикеры. Еще раз, в одно место у этих спикеров вставлена чем-то рука, и она открывает рот. Да? Они говорят те тезисы,
которые необходимы власти. Это их работа. Вы верите в социологические исследования в стране, в которой установлена тоталитарная диктатура? Вы хотите сказать, кто-то выйдет и осмелится сказать, что он не готов следовать за нашим кормчим Зеленским? Ну и что с ним будет? Сколько людей село за посты в Телеграме, село за посты в Фейсбуке и так далее? Всем же показали, что инакомыслие карается, и карается жестоко, вне законных рамок, да, и используя, да, пенитенциарную службу Украины и используя активистов, полезных в том числе и таких, как Карась, да, сколько людей пострадало физически. Поэтому социология мертва. Социология пишется на коленке у Ермака, да, и это выдается, и ни один хозяин социологической службы, да, не пойдет против, потому что он получит уголовное дело по измене родине, да, потому что любая несогласованная и публикуемая информация будет считаться поддержкой, да, информационной поддержкой страны-агрессора. Ну, по сути, большинство журналистов, да, сейчас имеют уголовные дела именно с такой формулировкой. Поэтому этого не будет. Социологии верить, ну, не стоит от слова совсем. Теперь касательно того, что от украинцев ничего не зависит. Дорогие друзья, я потратил 8 лет жизни, пытаясь достучаться до вас и объяснить вам, что в стране установлена система внешнего управления. Да, она установлена многовекторно, у нее очень много есть инструментов. И это антикоррупционная вертикаль в виде НАБУ, САПа и антикоррупционного суда. Это и гражданское общество, которое сформировано за счет грантоентов и представителей фонда Сороса, да, которые финансировались с определенными целями и задачами, которые влияют на все органы государственной власти. И долговая зависимость, и кредиты МВФ, и масса других инструментов, с помощью которых через украинскую элиту, да, устанавливаются понятные режимы и понятная власть. И поверьте, я пытался с этим бороться прямо, да, к сожалению, не был услышан, да, был, естественно, назначен во враги народа, как и многие политики, которые разделяли мою точку зрения и поддерживали, да, те тезисы, которые я транслировал открыто и используя собственные медиа, да, Александр, я знаю, News One, канал, на котором вы работали, в принципе, да, проводил такую же политику в попытке за каким-то образом уберечь украинцев, да, от того, что произойдет дальше. Но мы не были услышаны. И сейчас, да, происходит расплата, и украинцев никто не воспринимает как субъектов, потому что нам нечего противопоставить. Да? Теперь единственный вариант: либо прятаться, ну, останавливаться и прятаться за Россию, либо быть инструментом в руках Великобритании или Соединенных Штатов, неважно. Сейчас это уже не важно. Пока у них цели совпадают, и они будут утилизировать нас для того, чтобы решать свои задачи, ослабляя Россию, Китай и новый полюс миропорядка. Поэтому, друзья, Игорь Владимирович, нравится вам это или нет, это печально, но это факт. так подождите, если вы так разделили украинцев, а себя вы к кому относите? К инструментам Британии или спрятавшимся за Россию? Смотрите, я вам сказал про путь Украины, который может быть. Мгм. Я гражданин Украины, у меня никакого другого гражданства нет. Для меня украинский режим в виде Зеленского самый главный враг, поскольку он записал меня во враги Украины, он арестовал все мои активы, он возбудил против меня кучу уголовных дел с формулировкой «не знаю где, не знаю как, но точно навредил», да, в неустановленном месте, в неустановленное время, в неустановленном кругу лиц. Вы понимаете, что это дело шито белыми нитками, да? При этом разрушили все, что я созидал, да, выперли меня из страны, объявили в международный розыск. Конечно, для меня вот эта часть Украины, которую олицетворяет украинский режим, является врагом. Но когда я говорю о пути Украине, да, о ее возможности, я себя от нее не отрываю. Украина либо дальше будет инструментом и будет класть своих детей на поле боя с Россией, либо может выйти из сепаратных переговоров, вести переговоры напрямую, прекратить этот конфликт и получить совершенно другого гаранта безопасности, в том числе и списать внешние задолженности. Я думаю, что это нереализуемые пока, да, ввиду
глобального диктата и смысла, в том числе в стране, глобальной цензуры, да, об этом провести диалог с гражданами не получится, и они будут жить постулатами единого марафона, да, они до этой мысли даже не дойдут. Но я надеюсь, что украинские военные все-таки поймут, что вести переговоры со своих личных, собственных позиций гораздо выгоднее, чем когда эти переговоры будут вести члены королевской семьи Великобритании или Борис Джонсон. Что вы понимаете под словом капитуляция? Капитуляция – это подписание мирного соглашения на условиях, которые хуже, чем были до войны. Поэтому 25 февраля я написал, что Зеленский не подписал мирное соглашение, поэтому подпишет капитуляцию. Совершенно четко было понятно, особенно после Гомеля и Стамбула, что условия каждый раз будут становиться все хуже и хуже. И как бы нам ни рассказывали, что мы сохранили государственность, на нашу государственность никто не претендовал. Претендовали исключительно на внешний курс движения Украины, а это на, скажем так, прекращение внешнеполитического вектора Украины как антироссии. То есть претендовали на понятную власть и на возвращение к договоренностям, которые были зафиксированы в декларации о суверенитете, которая принималась еще накануне обретения независимости Украины как неотвратимое условие получения этой независимости. Да, это внеблоковость, нейтральность и безъядерность. Вот если бы Украина тогда, в начале широкомасштабных военных действий к этому конфликту вернулись, мы видели, да, по соглашениям, которые были проектом для подписания в Стамбуле, Россия бы вывела свои войска с тех территорий, которые она заняла после 24 февраля 2022 года. Сейчас требования совершенно другие, и если война остановится, будет означать капитуляцию Украины. Но я бы еще раз разделил, друзья, вот когда мы говорим капитуляция Украины, да, у каждого украинца в душе есть вот это «не покорюся», да, это капитуляция Зеленского. Это была, должна и будет капитуляция Зеленского, его глупой политики, которая втянула нас в войну, и его марионеточности, которая заставила продолжать этот конфликт после Стамбульских соглашений, когда приехал Борис Джонсон и сказал: а давайте просто воевать. Это же сказал не я, а Рахамия, да, то есть вы четко понимаете, что все это могло прекратиться, и не было бы миллиона могил, потерянных территорий, разрушенной инфраструктуры и миллионов беженцев, да, это глобальные трагедии для миллионов семей украинских. Хорошо, так что будет? Вот сегодня Лавров выходит с заявлениями, говорит о том, что они там обсуждали, ну, в общем, отвергает Украина все те договоренности, которые были между американцами и россиянами на Аляске. В общем, там обсуждали и, в частности, запрет УПЦ, мол, в США понимают, говорит Лавров, что это права человека, неприемлемо. Значит, задача сейчас, все усилия бросает Киев на то, чтобы вместе с Европой убедить Трампа, это я цитирую, отказаться от миротворческих усилий и вернуться к конфронтации с Россией. Ну и, в общем, интересно, что по-прежнему почему-то Россия настаивает на заключении глобального соглашения по Украине. Мол, перемирие, соглашения об урегулировании не сработали, обмены территориями, попытки соблазнить Путина восстановлением торговли с США в вопросе Украины не сработают. Ну, то есть не поменяют этот вопрос Украину на торговлю с Соединенными Штатами, это заявление Лаврова. Так а как тогда может выглядеть глобальное соглашение? Ну вот вы понимаете, что когда Зеленский говорит, что проблема, вот мы готовы, ему выгодно говорить, что мы готовы к завершению войны. Говорить выгодно, завершать, тут уже вопросы, вы выше как бы высказались по этому поводу. Так, а как выглядит завершение войны по-русски? Ну, получается, что Зеленский прав, они не хотят завершать войну. Ну, давайте еще раз, да, вообще Зеленского я бы не воспринимал, еще раз говорю, серьезно, субъектность у него совершенно небольшая, и вы прекрасно видите, кто управляет Украиной, да, на сегодняшний день. Но это уже не секрет, если, ну, вот снять кастрюлю с головы буквально. Теперь касательно России. России тоже остановить сейчас военные действия в той парадигме, да, которую пытается показать Зеленский, что это российско-украинский конфликт, невыгодно.
Потому что это конфликт России с глобальным Западом, да, это формирование нового мирового порядка. И рассматривать это надо еще и через призму Китая. Это отбрасывать в сторону нельзя, да, зависимость сейчас взаимное и проникновение технологий, да, и финансов достаточно большая. Но, еще раз, почему все это произошло? Не потому что что-то не устраивало там, Россию или Китай, потому что Штаты начали нарушать собой же установленные правила. Да? И старый миропорядок, мир, основанный на правилах, показал, что никакого мирового права нет. Хотим, бомбим Югославию, хотим, вторгаемся в Ирак, хотим, делаем арабскую весну, хотим, уничтожаем Сирию, Ливию, да? Производим цепь конфликтов, в том числе и на территории республик бывшего Советского Союза. Мы же помним и революцию РОС, и тюльпановую, и оранжевую революцию. То есть Запад зашел за все красные линии и заставил весь остальной мир объединяться против него. Поэтому то, что мы сейчас еще раз смотрим на Украину и пытаемся с украинских позиций формулировать какое-то предложение, это невозможно. Мы можем остановить часть всемирного конфликта, который происходит между Украиной и Россией, только украинскими военными. Как только они перестанут слушать Зеленского и начнут вести прямые переговоры. Но это не закончит общую конфронтацию союзников России и союзников Соединенных Штатов. Зачем Штатам прекращать этот конфликт? Вдумайтесь, в 1945 году они получили самую лучшую для себя и самую перспективную систему. Вы что-то добываете, созидаете, а они печатают. Напечатать $100 стоит 7 центов. Но только вы их поменяли на лес, нефть, металл, что-то, вы сразу получаете 1500% рентабельности. Где такой бизнес придумать? И вот сейчас этот бизнес под угрозой. И поэтому интересы Соединенных Штатов и их союзников Великобритании и Европы немного разнятся, потому что у Штатов могут отобрать принтер, или у него подсядут батарейки, да, у этого принтера. Хотя и Россия, и Китай заявляют, что им это не нужно. Но если Штаты не перестанут использовать свою финансовую систему как оружие, да, им придется это делать. Потому что доллар может быть системой международного расчета, а может быть оружием. И тут Штатам надо выбирать, что они выберут. Дальше конфронтация, усиление, эскалации на территории Украины может Россию оставить самостоятельным центром, а может заставить сближаться с Китаем, да, и уходить под интересы Китая. Сейчас Россия ведет суверенную независимую позицию, но масштабная осложнение, да, увеличение эскалации, удары внутрь России, угроза введения войск НАТО и так далее могут поставить ее в большую зависимость от союзников, чего не нужно ни Штатам, ни России, никому. И вот здесь все будет зависеть от мудрости и от дипломатии. В первую очередь, да, стран, таких как Соединенные Штаты, Россия, Китай. Ну, Евросоюза не существует. Мы же понимаем, что, помните, Киссинджер говорил, если я хочу поговорить с Европой, кому мне звонить? Америка выстраивает равные отношения со всеми странами, входящими в Евросоюз. У них отдельная система отношений с Венгрией, отдельная с Германией, отдельная с Францией, да, отдельная со Словакией. И мы это видим даже по подходам. Вот недавнее заявление Фица о том, что Соединенные Штаты понимают, что у Венгрии и Словакии другое положение, нет выхода к морю и так далее, и, возможно, будут сделаны исключения, говорит о том, что Европейского Союза как объединения целостного не существует. Да? Введение санкций и попытка отменить решение вопросов консенсусов тоже ставит под угрозу это объединение. Поэтому еще раз, друзья, мы либо с этим тонущим кораблем будем тонуть дальше, либо попытаемся выстроить позицию. Ни вы, Александр, ни я, ни один политик этого сделать не смогут, потому что сейчас все власть и сила режима держатся на штыках. Так вот, если эти штыки развернутся, тогда эти штыки смогут разговаривать сами, и конфликт Украины с Россией на украинском поле боя может быть выведен за скобки глобального. Я об этом говорил много раз, но нравится вам это или нет, это так. Ну, это, Я, смотрите, смотрите, в отличие от людей, которые рассказывали, да, что за 2-3 дня закончится, на 2-3 залпа оружия. Я почему против этого ярко выражался? Потому что этот обман, это желание нравиться людям,
привело к тому, что эти люди не уехали из страны, когда могли, не спасли своих детей, и эти дети погибли на войне. И на этих людях такая же кровь, как и на всем остальном режиме. А то, что они начинают прозревать, это просто у них поменялось место сидения. И я надеюсь, что украинцы это будут понимать. И я буду говорить вам неприятную правду. Она неприятна мне не меньше, чем вам. Но если вы не будете получать правильной информации, если ваш анализ будет жиждется на чьих-то хотелках и на малодушии, что вот-вот все изменится, вы будете принимать неправильные решения. И платить за это будете, в том числе и жизнями. Поэтому я буду говорить то, что я думаю, то, что я считаю, аргументировать и доказывать почему. Нравится? Это к $100. Партия войны в Украине почему невозможно? Что такое невозможно, она Ну, есть. смотрите, партия войны, скажем так, есть, да, партии мира нет. Вы достаточно А критично. партия мира это означает, что это российский нарратив. Смотрите, у нас даже, извините, делали отдельные мои коллеги партии мира и развития, их называли прямо в попытке разделить коннотацию, да, партия войны и партия мира. Мы предлагали совершенно понятные, да, и потом партия наша объединялась, да, под брендом оппозиционного блока. Я был категорически против, но у меня не хватало веса, да, поменять это решение. Но объединялись люди, которые понимали, что Минский это лучше, что война с Россией, как бы ни помогал весь Запад, закончится понятно чем. И в первую очередь максимальные потери понесет Украина. И неважно, какие потери мы совокупные доставим им. Ведь рассуждать надо всегда с эгоистической, да, вот как говорят, проукраинской политики. Мне это не нравится, потому что патриоты буквально приватизировали это понятие, да, но с государственной стороны. Мы должны жить государственными интересами. А интересы граждан – это интересы государства, а не наоборот. Да? Вот Зеленский сейчас интересы государства ставит выше интересов людей, а это неверно. У нас государство делает репрессивный аппарат, а государство должно помогать, защищать и соблюдать, да, Конституцию, которая гарантирует как права, так и свободы. Они превращаются в какую-то обязаловку. Партия мира почему невозможно? Ну, вот Потому смотрите. что, еще раз повторяю, да, это приравнивается к измене Родине, да, это, а у нас Родина почему-то теперь в Лондоне, да, вот если так глобально взять, потому что все постулаты, все технологии, которые стали атрибутами государственной политики и идеологии, они транслируются оттуда. И если вы этому противоречите, если вы призываете к окончанию конфликта, вы предатель. Вы агент, я не знаю чего там, ФСБ, ГРУ там, или каких-то других организаций. Вас записывают в тех людей, которые вредит проводить ту политику, которую навязывает Великобритания через установленный марионеточный режим. Как это сломать? Я завтра, в четверг, буду говорить, как мы это будем с вами делать. Я долго молчал, потому что не понимал, как можно на это повлиять. Распинаясь в эфирах, невозможно. Я благодарен вам за возможность, да, проведения этого эфира, потому что это расширяет мои личные каналы коммуникации, по которым я могу достучаться до граждан и включить их в эту работу. Завтра все расскажу. Нам в первую очередь надо показать, что мы не поддерживаем курс Зеленского, и что то, что он артикулирует, артикулируется другими, да, из Лондона, и в их интересах, а не в интересах Украины. Если мы сможем это доказать Штатам, мировой общественности, странам, которые играют роль демократических государств, а мы сделаем это самым демократическим способом, мы добьемся своего. В любом случае это приблизит окончание войны, потому что насколько бы мир двуличным не был, против прямой демократии очень сложно переть. Ну, смотрите, я и никто пока, да, понятия не имеет, о чем вы все узнаете. Я вас завтра приглашаю в 20:00. Все узнаете, как к чему, то есть мы абсолютно, я об этой инициативе там даже и не знал, то есть поэтому узнаем, как говорится, все вместе, однако, постойте, а как вообще может вот какая-то идея украинцев объединить, если условно даже, ну вот, например, там последнее событие, да, составили списки,
да, там пропихнули через Полянского, тот назвал фамилию Дубинский, те, которые в тюрьме, да, по политическим мотивам. И все, и началось вот этот троянский конь, это вот в Москву пропихивают проект Банковой. Понимаете, в такие моменты, вот вы как бы очень большой скептик, мы с вами сейчас поменяемся местами, да, вот вы на порыве объединения людей, вот мы вместе там что-то сможем. Да не сможем ничего, потому что условно люди, сидящие в тюрьме, ну как, реально в тюрьме, да, подвергаются там критике или там бежавшие там под следствием с браслетами на ноге подвергаются критике от других, которые плюс-минус там дышат свободно, но уехавшие там в другие страны или там по другим обстоятельствам и поводам. Нет согласия среди вот этой партии мира, которая невозможна. Так, а что так, получается, никак ничего не объединяет. И вроде и те против войны, и другие, но, друг друга забрасывают фекалиями в том плане, что вы там проект Банковой, а вы проект Кремля, а вы еще чей-то проект. Ведь мы от этого не избавимся. Так уж устроено. Саш, я пытался всеми силами, извините за ненормативную, непарламентскую лексику, не попасть в этот срач, да, но мне мои подписчики задали вопрос, и я ответил, что я думаю по этому поводу. Поэтому я вам хочу сказать, это не троянский конь, это скорее троянская курица, да, и пытаться решить вопрос политических беженцев через Российскую Федерацию в условиях полной, ну, военных действий между Россией и Украиной, ну, могут люди не сильно большого ума, да, если бы на самом деле Россия хотела помочь этим заключенным, а почему их не поменять, скажите? У России огромный Потому что обменный фонд. подождите, потому что должно быть Почему? согласие человека, Какого? ну вот там Дубинский, Ну, Шевченко, а ему кто-то вообще народные это депутаты. предлагал? Скажите, им это кто-то предлагал? Ну, Скажите, вы инициативу забрать всех политических, тех, кого обозначили как политических, да, заключенных, со стороны Российской Федерации, зачем громогласно говорить об этом на ООН? подождите, Однозначно это не поможет, остановитесь. Это священников, однозначно не поможет, раз, послушайте меня, смотрите, не поможет. священников меняют и очень хорошо. Мы видели материал Правильно. недавно. Скажите, Говорит, почему сейчас не поменять тогда владыку Павла и владыку Арсения, да, настоятеля Святогорской лавры? Я вам скажу, ну, наверное, более чистых, правильных людей вы не найдете. Но вы их в списках на обмен не видите, и во время обмена их не поменяли. Поэтому еще раз, да, вот это все, чем потрясли в ООН, ничем делу не поможет. Я поэтому и не хотел просто в этом участвовать. Да? То, что понятно, люди, которые попали под санкции, чьи телеканалы и партии были закрыты, не попали в этот список, говорит о том, что либо не сильно компетентные люди этим занимались, да, либо у этого есть какой-то политический подтекст. Но еще раз, я не хочу в этом сраче участвовать. Это ни к чему не приведет. От слова совсем. Это не поможет ни политическим узникам, это не поможет, да, политикам, которые где-то там уехали уже или находятся в безопасности, и это не поможет тем, кто находится в СИЗО. Поэтому если действительно будет заниматься власть Российской Федерации этим вопросом, она сможет их поменять. Если они откажутся, ну это будет их выбор, да, но большинство вполне возможно предпочтет выехать на свободу, чем по надуманным или политическим обвинениям находиться в тюрьме. И отдельных персонажей вообще обсуждать не хочу. Я, если захотите, найдете у меня в Ютубе, я дал оценку тем людей, которых сейчас рядят в этих политических сидельцев. Да? Они кто перед рядит? этим Ну, кто поддерживали рядит? режим. Там многие, но раз они в этот список попали, и даже их на Совбезе ООН обозначили как политзаключенных, да, но вы посмотрите, за что они сели. Политзаключенный – это тот, кого посадили за политические взгляды, а не кто прозрел, сидя в камере. Да. До этого все прекрасно поддерживали решение Зеленского, более того, топили тех же людей, которые попали в список этих политзаключенных, тех же священников, которых вы упомянули, призывали закрывать, да, православную церковь, а теперь они у нас оказываются политзаключенные. Друзья, я желаю вам мудрости. Еще раз говорю, это не троянский конь, это троянская курица. И если у кого-то нет мозгов, я вам желаю, да, чтобы вы нормально к этому подходили, анализировали ситуацию, все взвешивались и не становились заложниками вот этих, извините, попопиханий, да, с двух сторон.
Ну, Поэтому, друзья есть... мои, еще раз, да, я очень надеюсь, что все эти люди попадут. Священнослужители, которых мы с вами упомянули, я к ним вообще отношусь с большим уважением, да, а особенно, не буду сейчас говорить, да, чтобы я понимаю, что даже мои слова могут повредить. А если их в список конкретный со стороны Российской Федерации упаковали, скажите, им это, ну, в Украине в плюс или в минус? Ну, конечно, в минус. Сидеться будет хуже. Саш, тогда скажите, вот с какой целью это делалось? Я не верю, что это проект Банковой. Нет, отдельные сидельцы, я понимаю, что сидят для Банковой, но не весь тот список, который, их даже несколько было, да, один Дианы, один клуба там дружбы, да, или как он называется, международного. Но, друзья, мудрости вам. Да. И вот все равно сейчас не будет, поэтому я к этому, к политической силе абсолютно не подхожу. Теперь касательно объединения. Да, сложно будет объединиться. Очень. Потому что, как у нас, да, украинца два гетмана, да, это так и есть. Более того, у каждого свои цели и задачи. И украинская политика для кого-то была, да, способом реализации там и какими-то амбициозными проектами, да, а для кого-то было бизнесом. Поэтому невозможно было договориться. Кто-то бился за идеалы, за ценности, а кто-то это очень удачно монетизировал. Поэтому нельзя было найти единомышленников. И, ну, к сожалению, да, вот как раз оранжевая, да, часть политических сил, да, вот они всегда объединялись как угроза, потому что у них был один хозяин. Тот, кто признавал, да, неконституционную смену власти в 2005 году, да, третьего тура выборов, на самом деле Конституция не предусматривает, но мировое сообщество, так называемое демократическое, признало же легитимность Ющенко. Они же признали, да, власть, которая пришла на войне кровавого государственного переворота, хотя и Трамп, и Кеннеди, и остальные, да, чиновники Белого дома, они признавались о том, что было выделено 5 миллиардов на установление демократии, что Януковича сменили, потому что он не шел тем путем, которым требовал Госдеп. Друзья, и тем не менее, да, вот этот циничный Запад, да, он может на свои инструменты влиять, а остальные политические силы не в состоянии объединиться. Но то, что я буду предлагать завтра, касается каждого украинца отдельно, гражданина. Неважно, где он находится, на территории Украины, на территории других стран. У нас с вами по Конституции каждый гражданин равен в своих правах, несмотря на язык, вероисповедание, место своего нахождения. Поэтому мы дадим способ, чтобы каждый обладал суверенитетом, и мы решали все вопросы методом прямой демократии. Завтра расскажу. Да, друзья, всем Партии большое... просто будут не нужны, я хочу, чтобы вы поняли. Не нужны будут ни партии как фильтры, ни телеканалы как площадки, В ни общем, ничего, журналисты как смотрите, вообще ничего не нужно будет. Вообще ничего не проводники. нужно. Я, Нет, конечно... смотрите, Нет, я в с утопию большим... не уходим, Нет, но я с большим инструмент, Саш, скепсисом. посмотрите, завтра Я обсудим. с большим скепсисом к этому отношусь. Не к тому, что Имеете право. Не к тому, что я не знаю, да, к тому, что я слышу. Потому что все узнают, так тогда могут оценить. Просто, понимаете, вот тоже какой-то парадокс. Я листал сегодня карту Deep State, да, ну, боевые действия там, и там есть точки указаны на территории Российской Федерации, и тут глянул на Беларусь. А там написано «Самопровозглашенная Республика Беларусь». И так смешно мне стало, знаете. То есть на учения в Беларусь едут полмира. Приезжает посланник Трампа, дарит запонки, пишет письмо про теннисистку. Санкции снимают, самолеты, судя по всему, будут летать, Боингов, проблема решится с Россией так точно. Ну, то есть Россия, там, Беларусь. То есть, а у нас вот эти все нарративы, понимаете? И такое ощущение, что их, кажется, очень много, и ты их не разобьешь. Ну, там, ты их не поломаешь. Поэтому, как говорится, вода камень точит в любом случае. Поэтому я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.